Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать односолодовые виски. Я вам покажу весь процесс приготовления от зерна ячменя и до стакана. Ну, в стакане, правда, бурбон, но тоже виски, ну, на кукурузе. Суть в чем? Мы прорастим ячмень, сделаем из него солод, потом сварим сусло для виски, дадим ему перебродить, сделаем 2 перегонки, а потом результат наших трудов зальем в дубовую бочку. Использовать мы будем яровой ячмень. Для проращивания годится именно яровой ячмень. У нас 52 килограмма ячменя, значит, затор у нас будет 50 килограмм, ну, нам понадобится 50. Но мы будем его сейчас промывать, пустое зерно всплывет, мусор промоем, ну, пару килограмм, я думаю, уйдет, выйдем на 50 килограмм. Что меня сподвигло вообще к этому всему делу? Castle Malting, солод бельгийский, которым я пользуюсь, стоит 152 рубля. Вот этот ячмень я купил на Авито, нашел, позвонил, мужик привез за городом, там бесплатно мне доставил, 14 рублей килограмм. Разница в 11 раз. Если во вкусе не будет особой разницы, зачем платить больше? Ну, мы сварим, попробуем, перебьем. Ну, то есть, грубо говоря, 100 килограмм ячменя отдать 1400 рублей или 15 200 за... Короче, пробуем, делаем из ячменя. Для начала нам нужно промыть наш ячмень. Значит, промывать я ячмень буду в ПВК, чтобы не мучиться. Для этого я установил в него фальш-дно. Значит, через прорези в фальш-дне будет проходить грязная вода, а зерно будет оставаться в кубе. Включим мешалку, это все быстро помоется. Но это все можно помыть там в ванной комнате, ну, в зависимости от объема. В тазике под проточной водой, у кого частный дом, там где-нибудь в огороде. То есть, я думаю, проблем никаких не составит промыть ячмень. Когда мы наполним, закинем его в воду, все пустое зерно всплывет, весь мусор всплывет, мы это все дело уберем в какой-нибудь тазик. Будем промывать до тех пор, пока не будет прозрачная вода. Сейчас покажу. Фильтрованная вода нам чистая сейчас не нужна, чтобы промыть ячмень. Мы просто обычную воду открываем. Все, наполним немножко воды и начнем сейчас засыпать ячмень. Водичка у нас набралась. Включим мешалку и начнем засыпать наше зерно. Итак, засыпем наше зерно, наш ячмень в ПВК. А это мы с помощью ковшика пересыпем. Пустые зерна у нас вместе с мусором всплывают. Сейчас мы все зерно засыпем и будем удалять то, что наверху. Оно нам не нужно, это прорастать не будет. Ой, хороший ячмень наш родной. Южный. Яровой, напоминаю. Для проращивания нам нужен только яровой ячмень. Пыли сколько. Смотрите, народ, что касается ячменя, вот сейчас у нас весна получается, это урожай прошлого года. Если вы делаете осенью, со свежего урожая, который только с поля собрали, проращивать его нельзя. Зерно дозревает, любое зерно, оно еще пару месяцев дозревает. То есть в колосках, когда оно находится, его там комбайны срезают, оно еще не дозрелое. То есть надо подождать, если урожай этого года, то через пару месяцев после сборки урожая уже, в принципе, это зерно можно проращивать. А что если комбайнера попросить попозже собрать? Комбайнер будет с пола собирать это зерно. Его недозрелым собирает, потому что если оно дозреет, оно высыпается в полях, его надо руками собирать по одной штучке. Ну, долго, короче. А пока оно в колосках, чуть-чуть удобнее собирать. Итак, все, что всплыло, оно нам не нужно. Мы его удалим просто.
Это пустое зерно и мусор. Вот наша мешалочка помогает. Сама нам засыпает. Все целое хорошее зерно, которое способно прорасти, оно будет лежать на дне. Ну и во взвесе будет внизу. Оно стремится вниз. Промываем мы до тех пор, пока вода не будет прозрачной. Сейчас мы грязь уберем, воду грязную сольем, наберем опять воды, покрутим мешалочкой. Покажем, когда вода будет прозрачная, и будем переходить к следующей стадии. Процесс муторный проращивания, но он интересный, а интересно нам еще добавляет то, что это в 11 раз дешевле импортного солода. В 11, Карл! Не в 3, не в 5, не в 2. Толян, включай мешалку, пусть немного помолотит. Сейчас оно в кучу опять соберет этот мусор весь. И будем смывать. Ой, убирать его, смывать, говорим. Помощника моего зовут Толик, он мой друг. У него есть YouTube канал, ссылку я в прошлом оставил. Каждый ролик буду его говорить. Переходите, четкий парень. Снимает самолеты там. Да, он все снимает подряд. А он, кроме того, что он хорошо снимает, и он друг, он еще и очень хорошо дегустирует, употребляет алкоголь, знаток редкостный. Да. Нет, я тебя в эти, как они, сомелье, понял? Название, да. Суть не меняется, понял? Суть не меняется, а выглядит, а слышно как, блядь. Народ, посмотрите, сколько мусора, это мы первый раз только промыли. Сейчас открываем воду, мешалка молотит. Пусть потихонечку сливается вода. Сейчас будем освежать. Новую воду зальем чуть-чуть, когда останется. Еще раз мусор уберем до тех пор, пока не будет прозрачная вода. Я думаю, 3-4 раза нужно будет его промыть. Сейчас попробуем отрегулировать выход воды так, сток, чтобы, которая приливает, чтобы она одновременно, то есть приходило такое же количество воды. Решим уравнение с тремя неизвестными. Сколько в бассейн втекает, чтобы столько же вытекало. И она как бы под проточной будет крутиться. Станет прозрачной, выключим. Вот так попробуем под 45 открыть на половиночку наш диск и посмотреть, что будет. Народ, уже 2 раза промыли, грязи практически нету, водичка уже сверху прозрачненькая. Еще разочек промоем, я думаю, достаточно будет. Смотрите, народ, значит, воду мы там 3-й или 4-й раз уже слили. Вода уже прозрачная, зерно промыто, ячмень промыт хорошо. Мы сейчас наполняем водой опять там сантиметров на 10, чтобы выше зерна стояло. Добавим туда марганцовки. С марганцовкой нормально, не экономьте марганцовку, чтобы раствор был не розовый, а прям бордовый такой темный растворчик делаем. И на 20 минут оставляем в этом растворе. Просто отдыхать. Значит, это убьет все ненужные нам бациллы, и у нас ни плесень не заведется, когда будем проращивать, не прокиснет зерно, ну, короче, все нормально будет. После марганцовки нам нужно будет хорошо промыть пресной водой, и потом оставим, наберем на 2-3 пальца над зерном воды, оставим на ночь набухать. Утром покажу, что делать. Ну и оставим на ночь это все дело, оно будет зерно будет набухать, нам для проращивания, обязательно нужно это. Все, набираем воду. И добавим туда марганцовочки. Какой-то палкой. Все, сейчас включим мешалку, посмотрим, насколько темная будет. Добавим, если надо. Надо еще немножечко добавить. Маслом кашу не испортить. За 20 минут зерном ничего не произойдет страшного. Вот так, думаю, достаточно. Сейчас она хорошо размешает.
Все, мы сейчас хорошо, марганцовочка промешается, будет однородная масса темная. Мы выключим мешалку, оставим на 20 минут в покое это все дело. И потом будем промывать проточной водой марганцовочку нашу. Сольем, промоем, наберем воды и оставим до утра. Посмотрите, какой насыщенный раствор. Он должен быть вот такой темненький. Сверху немножко повсплывало. Сейчас уберем перед тем, как сливать марганцовочку. Мы вот эту шелуху уберем лишнюю. Да, я там чуть-чуть совсем уже. Итак, мы промыли от марганцовки наш ячмень. Все, набираем сейчас водичку. 2-3 пальца над ячменем, чтобы стояла водичка. Оставляем это на ночь, чтобы зерно набрало в себя воду, набухло. И с утра уже буду показывать следующие процедуры, что с ним делать. Дадим ему немножко подышать. И потом будем закладывать. Расскажу, покажу. На сегодня все. Выключаем воду. И оставляем отдыхать наше зерно. До утра. Смотрите, у нас прошло, уже обед следующего дня. Прошло часов 15-16. Как раз по норме. Вот большие солодовни по 16 часов вымачивают перед тем, как проращивать. Значит, давайте посмотрим, что у нас там. Водичка у нас стала желтенькая. Верный признак того, что вымочилось зерно, хорошо напитало в себя влагу. Мы сейчас еще раз промоем хорошо наше зерно под проточной водой, наш ячмень. И будем засыпать вот в эти ящики. Слоем, сантиметра 3 примерно, максимум 4. Посмотрим по количеству ящиков, распределим все 50 килограмм. И все, и потом покажу. Дадим ему подышать пару часиков. И потом будем уже закрывать, поливать, покажу, расскажу. Пока выкладываем в эти ящики. Смотрите, народ, это обычные овощные фруктовые ящики на точке на фруктовой. Там знакомый Максим, если когда-нибудь будешь смотреть это видео, спасибо тебе большое. То есть вы можете попросить, они там не нужны людям там бесплатно практически. И взял самую дешевую ткань. Она нужна, чтобы сохранять влагу, и чтобы зерно не проваливалось. Мы будем сюда засыпать и этой тряпкой закрывать. То есть система не хитрая, очень простая. Вот. И внизу я взял в строительном магазине эти тазики, корыта, как их правильно назвать. Будем поливать, чтобы вода там набиралась. Потом будем его оттуда выливать. Закончили, народ. Значит, смотрите. Выгребли все зерно. По 2 вот таких 1,5-литровых кастрюльки у меня получилось 32 ящика, 50 килограмм. Высыпаем просто в кучу и равномерно рукой распределяем это все дело. Зерно влажное, мы даем ему подышать пару часиков. Потом это все дело надо поворошить, каждый ящик. И сегодня уже поливать ничего не будем. С утра опять поворошим и прольем это все дело сверху. Я для этого каскадом их собрал сверху вниз, чтобы проливать, оно протекало вниз, там вода собиралась. 2 раза в день это все дело будем проливать утром и вечером. И каждый раз ворошить, чтобы это нужно для того, чтобы у нас зерно прорастало равномерно. Чтобы не было на одном росточке побольше, на другом поменьше. Потом покажу, когда останавливать процесс и что делать дальше. Вернемся, я думаю, через пару дней. Народ, у нас идут 2-е сутки проращивания, уже корешочки показались явные. 2 раза в день я ворошу, просто открываешь ящик, ворошишь утром и вечером. Все, переворошили, народ. Закрываем тряпочку обратно. Равномерным слоем оно у нас лежит. Ящики собираем в кучу. Угу. Быстро. Собираем в кучу ящики. И проливаем. Сверху я проливаю. И она равномерно стекает спокойно. Так, открыто. И проливаем наше зернышко сверху вниз спокойно. Все, закончили, пролили. И вот так мы прольем все ящики, переворошим. 2 раза в день, я еще раз говорю, я это делаю.
Завтра солод уже будет, по моим предположениям, ну, по моему опыту, завтра уже будет готов. Я завтра покажу зернышко, какой должен быть росточек, когда он уже в самом соку для приготовления, для варки сусла. Ну и будем, продолжение покажу завтра уже. В общем, сегодня, вот утро и вечером еще раз я пролью, переворошу это все дело, и все, ничего сложного нету. Чё? Вот, то на ватке тоже можно. На ватке тоже можно. Когда мало, я тоже на ватке выращиваю. На ваточке, можно на марлечке. Она нужна для того, чтобы влагу сохранить, чтобы зерно все время влажно. Итак, друзья, у нас третьи сутки проращивания идут солода. Солод наш уже подошел. Сейчас покажу вам, что как происходит. Пару моментов. Смотрите, значит, если есть возможность, ворошите его раза 3 в день. У меня не получалось, я утром до работы, после работы это делал. Вот смотрите, вчера утром перемешал, видно, а вечером пришел, уже ростки, вот смотрите, куда они ушли, эти корешки, в тряпку. Перемешивайте чаще. Еще такой момент, если вы пришли, допустим, утром пролили зерно, оно сухое, да, в обед пришли ворошить это все дело, и зерно влажное, его поливать не надо. Его нужно поливать, когда оно, вы видите, что оно подсыхает. То есть, чтобы оно было всегда немножко влажное. Запах должен быть свежих огурцов, свежести, то есть никакой затхлости, он не должен быть липким, этот солод, ну никакой, ничего не должно быть. Вот. Сейчас я вам отдельно крупным планом покажу, какой должен быть росточек, когда останавливать рост солода, когда он уже созрел. Солоде. Ну, как он за шелухой, его надо операцию сделать и показать, понял? Ну, чтобы его видно было, его не видно росточек, только корни видно. Ты меня снимаешь уже? Ну, людям показать, с какой длины должен быть росточек. Понял, чтобы ориентировались. Да я не про тот росточек. Так. Смотрите, народ, значит, у ячменя есть оболочка. И росточек из-за этой оболочки не видно. Значит, я расковырял вот с этого зернышка оболочку, чтобы видно было росточек. Если вы делаете солод из пшеницы, то там вот этой оболочки нету, и росток видно, в принципе, сразу. Суть в чем? Мы проращиваем наше зерно до тех пор, пока росточек не вырастет до середины зернышка. Вот на половину длины зернышка. Тогда у диастатической силы у этого зерна, ферментов в нем, хватит, чтобы затереть, чтобы превратить крахмал, содержащийся в этом зернышке, превратить в сахара. Если вы собираетесь проращивать если вы собираетесь затирать несоложенное зерно вместе с этим зернышком, тогда выращивайте вот этот росточек до 2/3, немного больше, и тогда это зернышко сможет кроме себя осахарить еще 4 таких зернышка. То есть килограмм солода сможет осахарить как минимум 4 килограмма несоложенного зерна. Мы будем делать односолодовые виски, поэтому нам вот до серединки хватит. А в следующем видео как бы мы уже будем ролики варить, будем виски непосредственно покажем.